So, the floor is to Werner Herzog. Welcome. Приветствуйте Вернера Херцога. Thank you very much, Kirill Razlogov, who was behind this whole action to bring me here with a retrospective of films. And thank you to the festival and all the staff. Большое спасибо Кириллу Разлогову, который стоит за тем, чтобы пригласить меня сюда и устроить ретроспективу моих фильмов. Большое спасибо фестивалю. The voyage to this film started early in my life. I grew up in the Bavarian mountains without no knowledge of the world outside. Мой путь к этому фильму начался очень много лет назад. Я рос в одной баварской деревушке, где не было практически никаких знаний об окружающем мире. I did not know that cinema existed, and I made my first phone call. I didn't know until I was 11, and I made my first phone call when I was 17. До 11 лет я не подозревал о существовании в этом мире кинематографа, а впервые позвонил по телефону я в возрасте 17 лет. But I went to school in Munich, in the big city, and I ran across a bookstore, and in the display window there was a book on cave paintings. I was only 12 or maybe 13. Но в школу я пошел в Мюнхене. Мюнхен – это большой город. Мне уже было 12-13 лет, и как-то раз я увидел в одном из мюнхенских книжных магазинов книгу. Это была книга о живописи в пещерах. And I was completely mesmerized by a painting that was of a horse from the famous Lascaux cave. И меня абсолютно загипнотизировало изображение лошади из знаменитой пещеры Ласко. And I really wanted to buy the book, but I couldn't because I didn't have the money for it. And that's how I started my working life when I was 12. I worked as a ball boy in tennis courts. И мне очень захотелось иметь эту книгу, но я не мог этого себе позволить, потому что у меня не было денег. И именно это послужило стимулом к тому, чтобы я начал работать. Моя первая работа, я подрабатывал подавальщиком мячей для теннисистов. And later, when I was something like 15, it was clear I would make films. And I started to work the night shift as a welder in a steel factory. I worked at night in the factory and went to school during day. И когда в возрасте 15 лет я уже окончательно понял, что мое призвание кинематограф, я устроился на работу сварщиком на сталелитейный завод. Днем я ходил в школу, а ночью работал на заводе. Now back to this book. Each week I secretly went by and looked if the book was still there. I hoped that nobody would buy it. Но вернемся к книге. Каждую неделю я возвращался к магазину и проверял, на месте ли книга. Я очень боялся, что кто-нибудь успеет ее купить раньше, чем я. So I believed it was the only book, apparently. So I believed there was only one book. Я думал, что существует всего лишь одна книга. Because I didn't know what a bookstore was. Потому что я не имел тогда представления о том, что такое книжные магазины. But in 4 months or so I had earned the money, and the moment when I opened this book, this awe that I felt is still in me today. Но примерно через 4 месяца я пошел в этот магазин, я купил эту книгу, я ее раскрыл, и все те чувства, которые нахлынули на меня, когда я раскрыл эту книгу, они все еще со мной. And I hope that I can bring across this awe that has been in me since I was 12 or 13 to you as an audience. И я надеюсь, что мне удастся передать тот трепет, который охватил меня тогда, когда мне было 13-14 лет, вам, моей сегодняшней аудитории. And it was exactly what happened to me when I was allowed, before I was shooting, 2 months before I was shooting, I was allowed with my wife Lena, who is a photographer, to enter into the cave for just a first quick assessment. И такого рода возможность представилась, когда мне и моей жене Елена фотограф, когда нам разрешили
за 2 месяца до начала съемок ненадолго пройти в пещеру и осмотреть ее. And this complete astonishment, this powerful astonishment, somehow entered into the film. То, что мы там увидели, это абсолютное потрясение, и это вошло в фильм. You may know that my wife is Russian from the Urals, Yekaterinburg. Может быть, вы знаете, что моя жена из России, она с Урала, из города Екатеринбурга. So I'm a very lucky, very blessed man. She's over there on the side. Я очень счастливый человек, мне очень повезло в жизни, вот она сидит здесь с краю. She does not want to stand up. И она, наверное, не хочет вставать. And I'm very proud, of course, that numerous family members are here as well. Я очень горжусь российскими членами своей семьи. So what you will see is the premiere, the Russian premiere of the film. Вы присутствуете на российской премьере фильма. And I hope that the film will eventually be shown in Russian theaters. И я надеюсь, что в дальнейшем этот фильм будет показан в российских кинотеатрах. Okay, thank you very much for coming. Большое спасибо за то, что пришли. Who composed it? Ernst Reisiger, a Dutch composer. Thank you so much. Thank you for what you do. Thanks. Not very good, Yeah. Thank you very much for your Thank you very much. Thank you very much. Что вы ждете от мастер-класса? Жду, что он выдаст какие-нибудь секреты. Я ожидаю познакомиться с Херцогом, послушать, что он скажет. Мне очень нравятся его фильмы. Ну, посмотрим, что будет. Я жду какой-то новой интересной информации, знакомства с интересным человеком. Каков ваш метод обучения режиссуре? Понятия не имею. Я не готовился. Буду импровизировать. I think it is a catastrophe. Мне реклама никакая не нравится, я думаю, это катастрофа. I mean, it has happened to earlier centuries as well. То же самое происходило и в предыдущих столетиях. Like the sign on a country inn or the sign for the barber shop. Ну, например, вывеска на цирюльне или, скажем, вывеска на харчевне. However, there's one distinction now. And I have to speak about American television. Every 9 minutes, a film is interrupted, a story is interrupted, and you have 3 minutes of commercials. Но есть одно различие. Здесь я говорю об американском телевидении. Каждые 9 минут фильм останавливают и показывают 3 минуты рекламы. So audiences lose the sense of storytelling, of coherence of storytelling. Because they are interrupted, fragmented. Таким образом, аудитория утрачивает ощущение связности повествования из-за бесконечных перебивок. And when you speak to 10-year-olds now in the United States or in Germany, they cannot tell a coherent story anymore. И когда вы разговариваете с 10-летними американцами, вы вдруг понимаете, что они разучились рассказывать связанные истории. However, storytelling is one of the greatest human achievements that we have. Но умение рассказывать истории – это одно из величайших достижений, которые есть у человечества. Because of that, because of seeing how storytelling is kind of destroyed, I do not participate in making commercials. И именно по этой причине, поскольку я вижу, как реклама разрушает жанр, разрушает истории, я никогда не участвую в производстве рекламы. I probably cannot change the system because
at least the Western world and part of your country lives in a form of capitalism. Я не могу изменить систему, потому что западный мир и теперь ваша страна в него входит. Мы живем в условиях капитализма. And my participation in capitalism is limited. Мое участие в капитализме ограничено. I have no real property. I have very, very little amount of property. Настоящей собственности у меня нет, мне принадлежит очень и очень немного. So I'm not in the world of consumerism. Так что я практически не принадлежу к миру потребителей. And I have had offers to direct commercials. I could have earned very good money. Если бы я разрешил своему главному офису заниматься съемкой рекламы, я думаю, я смог бы заработать приличные деньги. And because of the big question behind all this, I cannot collaborate. It's a question of principle. И поскольку это для меня принципиальный вопрос, я не сотрудничаю при производстве рекламы также. But it happens, and sometimes are not really bad at all. But it condenses stories to 15 seconds or so. That's also another problem of it. Конечно, да. Допускаю, что бывает толковая реклама, но так или иначе в любом случае приходится всю историю сжимать до 15 секунд. So I personally have not taken part in it, and I will not take part in it. Лично я никогда в этом не участвовал и не буду участвовать. Так, вы забыли, пожалуйста. Well, what we understand from your works is центр этих языков бесследно исчезнет. Which means I have seen, for example, one man in Australia, an Aborigine, who was the final, only and last speaker of his language. В Австралии я видел человека, который был последним живущим носителем одного из языков. And that was more than 20 years ago. He was an old man. He's probably certainly dead by now. Это было 20 лет тому назад, он был старик. Я думаю, сейчас он точно уже умер. But with him, his language, his culture, everything disappeared. С ним исчезло все, его язык, его культура. And you see, you have to imagine all of a sudden we will not have Spanish anymore, Russian anymore. А представьте себе, если вдруг в какой-то момент исчезнет испанский, исчезнет русский. All of a sudden the entire culture. And Вся that's культура. not language alone, it's the church choirs. Ведь это не только язык, каждый язык это еще и сопутствующая ему культура. Ну, например, церковный хор. And no more Pasternak, no Исчезнет more Пастернак, Mandelstam, Мандельштам, no more Tolstoy, Толстой. and it will disappear. So Все это исчезнет. I have a long-term project where I would like to film with last speakers of their language. У меня есть проект, такой долгоиграющий проект, мои разговоры с последними носителями языков. And in your country, mostly on the northern coast, you have many small ethnicities where there is maybe 10 or 12 or 15 speakers of a language remaining. И в вашей стране, на крайнем севере, есть много таких национальностей. В живых осталось не более чем 10, 12, 15 носителей языков. They deserve our attention Они and our достойны care. нашего внимания и нашей заботы. And this has always brought me a little bit in opposition with the green movement. Yes, it's a wonderful movement. По этой причине я всегда нахожусь немного в оппозиции к движению зеленых. Да, это замечательное движение. But they would only speak about rare plants or dying out whales. Но они спасают только редкие виды растений или, скажем, вымирающие виды китов. But I've never heard any one of them speaking about dying out languages, dying out cultures. Но я ни разу не слышал, чтобы кто-нибудь из них хоть раз упоминал вымирающие языки или вымирающие культуры. And in 50 years our planet will be impoverished because 80% of all cultures, languages will be gone. 15 лет, через 50 лет наша планета сильно
обеднеет, потому что многих языков, многих культур уже не будет. Давайте это будет последний наш вопрос. Yes, okay, let's... Есть ли фильмы, которые вам удалось снять, завершить? Не удалось. Other films that you didn't manage to finish? Well, I have made some 60 films. I've actually never counted them. Я снял 60 фильмов, вообще-то их никогда не считал. Yes, one or two that I didn't do. Есть 1 или 2 фильма, которые я не снял. One example is Conquest of Mexico. Один пример — это «Завоевание Мексики». But seen from the perspective of the Aztecs. Но с точки зрения ацтеков. It is so expensive that I never could raise the finances. Это настолько дорого, что я просто никогда не мог, мне не получается собрать средства на это. So, yes, it's still dormant. The project is still there, but if I cannot make that film, it's okay. Этот проект лежит, я могу к нему вернуться, но если я этот фильм не сниму, ну, ладно. At the moment, as I'm standing here, and really as I'm standing here, I'm doing 5 films this year. Сейчас, в данный момент, когда я стою перед вами, я сейчас снимаю 5 фильмов в этом году. And I have 5-6 more that have invaded me. И 5-6 фильмов уже готовятся к атаке, к нападению на меня. So ultimately, I'm into this work as long as there's breath in me. Так что в конечном счете я готов продолжать работать до последнего дыхания. So one day you probably have to carry me out feet first. Так что в какой-то момент, может быть, меня придется выносить со съемочной площадки ногами вперед. Thank you very much. Спасибо большое.